Всем привет! Я начинаю новый рейс и решил в этот раз заснять его на русском. Попробуем, как это зайдет. Нахожусь я в городе Хэммонд, Индиана. И скоро мы будем загружать два больших клапана для какого-то водного насоса. Давайте поедем, начнем загружаться и посмотрим, что получится. Надо нам сдать назад вот в этот двор. Я приехал, они были на обед. Сказали, что позовут. Но я чуть-чуть понаглею, заеду сам. Обычно, когда ты у них на пути, они быстрее обращают на тебя внимание. Так, вот эта дверь, они обычно отсюда все вывозят. Вот так встанем. Будем ждать, когда у них закончится обед. Вот мы и загрузились. Пока мы загружались, нам отменили второй груз, который надо было вот в это свободное место забрать. Ну, это обычное дело. Со мной всегда происходит. И взяли какой-то третий. Сейчас посмотрим, что за груз. Поедем его подбирать. Едем загружаться в Чикаго.
не прямо центр, где-то южная часть Чикаго. Но все же. Забыл сказать, этот груз, который мы сейчас только загрузили, едет на Рождество. Знаете, вот эти, которые: знаешь, так хочется жить. Так вот не они, а город Крисмас во Флориде. Где-то в районе Орландо. Очень оригинальное название. Наверное, в этом городе вечное Рождество. Поедем проверим. Очень я не хотел этот груз взять, потому что не очень выгодно ехать на Флориду. Флорида такой штат, что они очень много потребляют и очень мало производят. Поэтому туда очень легко поехать и очень трудно оттуда потом уехать. Ну, так как я уже 2 недели тут звеню бубенчиками, катаюсь, было очень холодно, был снег, каждый день минус 10, минус 15. Сегодня потеплело, было минус 7. И когда мне предложили Флориду, я думаю, ну, денег не заработаю, хоть погреюсь. И согласился. Но пока по деньгам не очень выходит. Должно было быть 3 груза, вот один отменили. Обещали завтра, может, найти что-нибудь другое, но что-то я сомневаюсь. Ну что, мы приехали, только непонятно, куда мы приехали. Посмотрим, как называется компания. Accurate Perforating Co. Так. Давай заново хотя бы только одну линию, не 2. Тут какой-то знак стоит 3300. Это то, что надо. 3300. 36. Направо вот здесь. Очень тугой поворот. Не знаю, как мы его сделаем. Сейчас попробуем что-то тут придумать. Turn right, then take the first left. Я отсюда никогда в жизни не выйду. Ёкарный бабай. Что за... Что за люди, а? Дали бы какие-нибудь направления, какой-нибудь нормальный адрес, так нет. Вообще понятия не имею, где эта хрень. Бедный чувак на юхоле, он меня, наверное, сейчас в жопу пошлет. Так. Accurate Perforating.
Yes. You have to go through the light. Don't go on this way. You gotta go back to the light Okay. and make a left. Okay. All right? Thank you. Ну вот, компания здесь. А как туда попасть? Вот в чем проблема. Надо было не на втором, на этом, а вот на этом. Сейчас нам надо развернуться. Ну как? Ай, веселушки, конечно, в Чикаго. Поехали искать разворот. Так, GPS предлагает вот на этих улочках развернуться. Есть у меня чувство, что не получится у нас здесь развернуться, очень узко. Turn left at the traffic Наверное, не light, рискну. then take the second left. Поеду до перекрестка побольше и там поверну налево, потом где-нибудь опять налево и выйду сюда обратно. Сколько хлопот из-за того, что какой-то мудак не мог нормальный адрес дать. Turn right at the traffic light, then Здесь take the матракс. second right. Туда и туда на тракс. Ну, поехали сюда на тракс. Так и быть. Все равно нельзя, что туда, что туда. Что нам делать? Turn left on South Albany Avenue, then take the first left. Главное, там были эти улочки маленькие, там не было никаких запретов. Типа там можно, а здесь вроде как улица более такая широкая, а тут нельзя. Но я здесь Turn left at the stop sign, then take the second right. Ты ж, боже мой. Не задеть бы эти машинки. Ага, фиг. Вон как. Из-за того, что снег, обычно трейлер крутится вокруг передней своей оси, и у него радиус поменьше. А из-за того, что снег передняя ось скользит, и он крутится вокруг своей задней оси. И поэтому радиус поворота получается чуть-чуть больше. Очень близко, я не знаю, если там видно. Там прям сантиметры. О, боже, не задели. Фух, повезло человеку. Там уж люди остановились посмотреть. Так, и нам предлагают опять повернуть налево здесь. Это будет еще один фокус. Давай там лучше, там вроде пошире улица. Все-таки два фокуса за 1 минуту могут не получиться. Turn left at the stop sign, then take the second right.
Так. Сейчас едет этот вен. Надеюсь, он нас пропустит. Иначе мы ему разнесем мордочку. Спасибо. Хороший человек. Все. Проехали. Turn right at the traffic light. Так, остался Then take один the фокус. third Надо left. будет сейчас направо здесь повернуть, что будет очень нелегко. Надо будет занять вот эту линию полностью. Вот так. Ну езжай, что ты тупишь? А, тут человек дорогу переходит. Пропустим вот этого и попробуем не положить столб. Ну, вроде не положили, слушайте. Это хорошо. А, все-таки это не вина брокера, адрес был правильный, это просто GPS у меня гениальный. Он хочет меня через гаражи провести. Он хочет мне показать, как там они выглядят изнутри. Потому что дальше он вроде Turn правильно left on подходит. West 36th Place, then take the first right. Конечно. Иди в жопу. Вот, нам надо здесь на светофоре налево повернуть, а он хочет через гаражи вот здесь. Ага. А здесь у Turn него left at the почему-то traffic light. ограничение по весу показывает. Ну, что ж, как говорится, попробуем. Глядишь, может, и заедем. Да, вот оказывается, тут и знак стоял для тех, у кого глаза есть посмотреть. Accurate perforating. Ну что ж, приехали. Надо сейчас найти, где у них можно зарегистрироваться, получить груз, расписаться. И наконец-то поехать в Рождество. Интересно, это здесь или сзади? Давайте попробуем сзади. Вот. Очень нравятся такие компании, которые на въезде знак поставили, а потом где-то сзади еще стоит знак. А в промежутке догадывайся, как хочешь. Вот оно здесь за углом стоит стрелочка. Так, кажется, здесь. Очень интересно. Пока я ждал загрузки, у меня батарейка в камере села. Я не заметил и не заснялось процесс загрузки. В общем, вот, загрузили нам такие дырявый металл в рулонах и в пластинах. 6 рулонов, 2 пластины. Сейчас будем накрывать их быстренько и поедем, а то что-то холодно.
Ну все, мы готовы ехать. Мы загружены, и остался последний челлендж. Это выехать отсюда. Здесь достаточно тесный двор. И придется как-то сдать жопу трейлера куда-нибудь туда. И потом попытаться развернуться. Это, наверное, займет несколько маневров. Ну, сейчас попробуем. Смотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, ничего не разрушить хотя бы. Ну, вроде как. Даже никого не убили. Осталось там вот эти желтые столбы не положить. И считай все. У них тут весы есть. Интересно было бы взвеситься, конечно. Но уже, наверное, не сегодня. $47,800 минус 11. Слушайте, возможно, у нас перевес. Давайте-ка мы взвесимся прям всерьез. Весы вроде показывают правильно. Так, заезжаем передними колесами. $11,900. 12 тысяч. Это нормально для передних колес. Заезжаем задними колесами. Так. 47,800. 47,800 это 48 минус 12 это 36. У нас перевес. Ну что, пойду поговорю с человеком, может перегрузит. Попросил я их перекинуть мне 4 рулона спереди назад. Перекинули. Сейчас взвесимся снова. Они говорят, у них вес правильный. Но кто-то все-таки меня обманул, потому что у меня на трейлере должно быть 26 тысяч паундов, а у меня 34. Значит, кто-то докинул 8 тысяч паундов до кучи. Сейчас узнаем, кто. Если у меня вес выровнялся, значит эти. Если нет, значит первые. Вроде мы на весах. Сейчас пойдем проверим, что там показывает. Да, обманули нас все-таки с первым грузом.
Сказали, что там будут 18 тысяч паундов, а у них 26. Но из-за того, что информация была неправильная, я вот пришлось загрузиться, перегрузиться, накрыть, раскрыть, опять накрыть. Сейчас я прямо на краю нахожусь, то есть у меня передние и задние оси вместе весят 46 тысяч паундов. Максимально допустимый наперед это 12, максимально допустимый назад 34. Получается как раз 46. У нас полный бак, это дает нам, то есть если я сожгу где-то полбака, это будет где-то 500 паундов уйдет. И у нас немножко снега есть в подкрыльниках, наверное, еще пару сотен паундов уйдет, когда он растает. Но на всякий случай я пойду и перекину, подвину цепление вот трейлера чуть-чуть вперед, чтобы больше веса было на переднюю ось. У меня там было 11 900. Наверное, пару сотен накину наперед, и будет как раз хорошо. Еще одна проблема, когда дают неправильный вес, в том, что я закрепил груз по тем цифрам, которые они мне дали. Один такой ремень держит 5000 паундов. Они сказали 18. Я поставил 4, это достаточно на 20 тысяч паундов. Теперь оказывается, что тут не 18, а 26. Значит, надо добавить еще по одному ремню на каждый. Я вот здесь не оставил этих, winch они называются на английском. Надо будет сейчас опять все снять, перетянуть оттуда, закинуть еще по одному ремню, закрепить все сзади, передвинуть вот эту фишку вперед чуть-чуть. Вот здесь дырочки есть. Вот я, наверное, на 2 дырочки вперед подвину. Это как раз даст мне хороший вес. И в целом все. Всего ничего. Сейчас быстренько сделаем. Груз закрепили. Осталось подвинуть эту фишку. Не знаю, как ее называют в России. Здесь ее называют 5-е колесо. Чтобы ее подвинуть, я сначала опущу ноги, чтобы убрать чуть-чуть вес, и она легче скользила. Сейчас быстренько опущу ноги. Вроде достаточно высоко. Потом пойду в трак, спущу подушки чуть-чуть и поставлю так, чтобы видно было. Попробуем сдвинуть. Тут эти зубки чуть-чуть не сошлись, но я когда поеду, они встанут в дырки. Подниму обратно ноги. Теперь поедем, развернемся, сделаем здесь разворот, взвесимся еще раз. Надеюсь, все будет хорошо. Момент истины. Посмотрим, что у нас на передних колесах. Так. Ах ты ж тварь такая, а? 12700. 12800. Слишком много. А в целиком давай посмотрим еще раз. Сорок шесть 100. Да, в целом надо сдвинуть чуть-чуть назад. Уже слишком далеко вперед я ее подвинул. Надо попробовать только на одну
дырочку сдвинуть, если получится. Ну что ж, пойду снова отпускать ноги. Так, ноги опущены. Включаем систему двигания пятого колеса и опускаем подушки. Ждем, чтобы подушки чуть-чуть опустились. Так, и пробуем. Оп. Вот так. Прямо на сантиметр. Что посмотрим. Ну, попробуем заблокировать, взвесить. Так, подушки поднимаем, это отключаем. Ну, с Богом. Забыл тормоза на трейлере забыл. Так. $12,150. Идеально. Как в аптеке. Вообще красавчик. Не знаю, если видно вам. Даже в аптеке так не взвешивают. Отлично. Вот, а общий у нас 46,150. Получается ровно 34 и 12,150. Все законно. Слава Богу. Пошел я поднимать ноги до конца, разворачиваться и ехать. Замерз как собака. Хотя какая собака? Собаки сейчас хорошо живут. Фух. Ладно, уже темнеет. Увидимся завтра. Всем доброе утро. Доехали мы вчера до города Уайтстаун, Индиана. Сегодня только проснулись. Сейчас буду заводить трак. Надеюсь. Ну, завелся. Утро солнечное, но холод еще собачий. -6. Ну, как, для России, наверное, не так страшно. Здесь редко так холодно бывает. Сейчас быстренько проверим трак и будем ехать дальше. Вчера приехал, парковка была забита. Запарковался сбоку. Сейчас как будто стою посреди парковки. Но пока не прогреется, никуда двигать не буду. Колеса у нас вроде есть. Груз вроде пока держится. Мне кажется, этот снег, если весь растает, как раз и уберет тот перевес, который у нас вчера был. Доброе утро, 6:30 утра. Мы уже на границе с Флоридой. Солнце еще не встало. Я сейчас уже поеду и вот в 10 утра будем на первом деливере. Посмотрим, если там что-то интересное произойдет. На улице уже потеплело. Еще не тепло, но уже можно ходить в свитере, а не в куртке. Только что заехали во Флориду, наконец-то. И вот и рассвет. Такой очень интересный
интересный феномен. Тут туман лежит прямо на деревьях. Обычно такое в горах происходит, а тут на пальмах. Мы почти приехали. Чуть не пропустил поворот. Вот он здесь. Осталось чуть меньше мили. Metal Industries показывали там. Я очень надеюсь, что там был не въезд для траков, но скорее всего был. Arriving at 400 West Walker Avenue Ах on ты the ж left. GPS такой повел меня. И что сейчас делать? Наверное, придется разворачиваться здесь. Сейчас повернем сюда налево, сдадим назад и повернем опять налево, поедем обратно. Очень люблю, когда GPS так делает. Это прям хочется проверить, горит он или нет. Наверное, пропустим эти машины, потом я выйду вот так. Ну. Так. Вроде как помещаемся. Слушать. Можем и не поместиться. А нет. Очень близко. Но забор выжил. Повезло им. Да? Тесновато, тесновато. Так, определились, где им этот груз нужен. Сказали проехать вокруг здания. Дверь 41. Сейчас поедем посмотрим, где это находится. Если получится здесь развернуться. На улице уже жарко, хорошо. Для короткого рукава еще достаточно прохладно, но вот для такой тонкой майки с длинным рукавом как раз. Наконец-то теплишко. Не валяется снег везде. Не замерзаешь. Так, вот 41. Интересно, мне надо будет туда заехать. А хотя это такая же, как и та.
что, не прошло и полгода, а мы уже готовы ехать дальше на вторую разгрузку. Показывает время приезда 1:15. Очень туго по графику, потому что нам надо еще сегодня груз загрузить, а там работают до 3. А вот и Рождество. Мы приезжаем через полмили. Компания должна называться что-то типа Вартон. Вартхон. Очень надеюсь не проехать мимо. Потому что, как мы убедились, тут GPS можете обманывать. In 1/4 mile, arrive at 28400 State Road 520 on the right. Construction Deliveries. Кажется, здесь. Да, Вартхон. Как мы хорошо попали. Какая-то очистная станция, как я и предполагал. Ну что, это был наш рейс из холодного рождественского настроения в теплое солнечное Рождество. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях, стоит ли мне дальше пытаться записывать иногда на русском или нормально на английском. Пишите вообще свои мнения. И до следующих встреч.